Итак, завершила я работу над моей корзинкой. Все нюансы я сделала. Скрыла лаком, пришила ручку и даже повесила вот такие вот черешенки. Это деревянные бусины. Итак, на мою эту корзину примерно пошло 850 трубочек. Бумагу я нарезала 8,4 сантиметра. Спицей 1,2 я накручивала. Окрашивала я самоваренной морилкой трубочки. Потом дюфа плюс вода 1 к 1 увлажняла и плела. Для загибки коса я дополнительно их еще увлажняла купанием и давала им отлежаться трубочкам ночь. На утро подсушивала широкий край, там где скрутка, и там где капаю я тоже подсушивала. И плела загибку коса, так как она вот более мягкие, чтобы были вот здесь повороты. Это что касается косы. Так, вот смотрите, у меня труба обмотана бумажкой, и я все показала, как я сделала ее такого цвета, чтобы она, вот добивалась я, чтобы она была у меня в тон с изделием. Я довольна очень, как это все получилось. Все, я думаю, все наглядно видно. Так, по мастер-классам здесь в этой корзине я не показывала мастер-класс укороченные ряды. Вы уже его видели в предыдущем видео. Я его вывела с этой корзинки, чтобы опять же не увеличивать размер этого видео. И загибку коса в 4 трубочки, вот это вот она, тоже я вывожу отдельным видео, чтобы отдельно еще смотреть на эту косу и ее применять в других изделиях. Но тот мастер-класс это с этой корзинки. Вы видите. Так, высота, значит, этой корзинки от пола к вот этой части 21 сантиметров. От пола к вот этой вот части самой, ну, небольшой, 15 сантиметров. Значит, вместе с ручкой от пола до края ручки высота 37 сантиметров. Вот отсюда до сюда ширина 45 сантиметров, а ширина вот это, где ручки, там вот самая широкая по пузатости, там 33 сантиметра. Ну вот примерно такие. Она очень такая не маленькая получилась. Ну, большенькая. Сюда, ну, вот я ее планировала делать пасхальную такую корзинку, чтобы там достаточно поместилось всего, и пасочки, ну, в общем, все, что захочется взять с собой в церковь, покрестить, посвятить, вернее. Вот такая вот получилась корзинка. Конечно, можно и для фотосессии использовать ее, с цветами, с колосками. Она очень такая получилась нарядная. Ну, меня все устроило. Так, буду рада снимать еще для вас мастер-классы. Если есть какие-то пожелания, что снять или какие-то нюансы вам рассказать, пожалуйста, пишите. Буду рада. Для того, чтобы сплести такую корзинку, я подготовила для донышка ее чертеж. По размеру вы определяетесь сами, какую вы хотите корзинку по величине. Значит, нюансы. В серединочке у меня здесь будут вот такое количество, как бы не просто вот такая двойная или тройная стойка, а я планирую очень широкую, как бы одну стойку. Вы дальше все поймете. Это только вот здесь, что касается.
Сюда будут по 2 стоечки. Единственный момент, так как ручка у нас планируется у этой корзинки, для корзинки с ручкой у нас должно количество вот этих стоечек быть нечетным. Для того, чтобы вот сюда вот мы вставляли потом, это ручка, отцентровка нашей корзины. Вот здесь вот у нас пойдет ручка, это важно. Так, расстояние я расчертила по 3 сантиметра между стоечками. И здесь в середине у меня будет широкая такая вот стойка. Вы сейчас поймете, о чем я. 6 сантиметров. Значит, и вот важный момент. Вот это от вот этих, вот где 6 сантиметров заканчивается центральное вот это вот расстояние, вот это вот отсюда. Ой, не видно. Отсюда до края должно быть равно от, вот смотрите еще раз, отсюда до сюда. Вот здесь вот у меня 11 сантиметров. Вот. И вот здесь тоже 11. Это важно. И так, я соединила. У нас центральная будет широкая вот стоечка, вот эта вот, одна, как бы. И я соединила по 2 своих трубочки вместе. Значит, количеством у меня здесь 16 штучек. Смотрите, 3, 6, 9, 10, 16. Все правильно. 16. Я их вот здесь вот ровненько установлю. И вот эти вот стоечки у меня все будут по 2. Их тоже я соединила. Вот видите. Все они у меня по 2 соединены. Вот так вот. Вот таким образом мы начнем сейчас плести донышко, подготовив вот попарно все стоечки. Вот. Сейчас я это все уложу и включусь. Установила я центральные стоечки, все 16 штучек по центру. Там, где у меня были вот эти вот 6 сантиметров. Вот они у меня установлены. Те стоечки, которые по 2 вот эти вот, смотрите, те, что нижние, под низом установила, вот они через одну. Вот эти, которые я не установила, они идут сверху. Вот они пока не установлены. Вот снизу установлены. Здесь я зафиксировала малярным скотчем. Вот скотч малярный. Мы его потом, когда сплетем донышко, без проблем, он никакого вреда, ничего не сделает нашему изделию. Он нам нужен, чтобы вот, ну, строго вот по форме мы сплели наше донышко. Все. Так, показываю, что с трубочками мы делаем. Значит, все наши трубочки я окрашивала самоваренной морилкой. И вот этот краешек у нас получается такой поджаренный во многих трубочках. Не во всех, но во многих. Вот. И я его, вот чтобы видно было, я его буду все время отрезать. Я не буду показывать это дальше, чтобы не отнимать время. Я буду вот так вот срезать, чтобы это все красиво было, без всяких каких-то там таких жирных поджаренных капелек в изделии. Все буду срезать. Так, соединяем в петелечку из 2 рабочих трубочек. С одной стороны, там, где скрутка, отрезаю на уголочек, и в тупой край, широкий край, вернее, капаю клей. Вот она из 2 трубочек у меня, эта петелька. Соединяю ее вот так и начинаем плести. Значит, вверх, стоечка под низ, поверх, под низ, поверх, под низ. Я установила все наши стоечки запланированные. И сейчас начинаем плетение. Плести я буду веревочкой из 2. Вот. Скотч нам не будет совершенно мешать. Малярный скотч, он просто будет нам к форме прижимать наше донышко, и у нас все будет строго по форме оплетено.
Так, и тут же уже стараемся выдерживать вот по нарисованным линиям нашим. Будем выставлять стоечки и все время вот так и будем их выдерживать, чтобы они все-таки не смещались. И тогда, когда будет все у нас строго по чертежу, у нас изделие получится аккуратное, ровное. В общем, так, и так по кругу я оплетаю, вот так вот по кругу я оплетаю. Оплетаю я 3 ряда. Вот дохожу до вот этих вот мест, где широкие, просто одной петлей вот так вот. Все, встретимся через ряда 3. Так, я проплела до 3 ряда, веревочка из 2 по кругу 3 ряда, вот они закончились. Затем я разделила вот эти вот эту одну единственную широкую стоечку на 4 по 4 и проплела вот и здесь разделила по 4 их стало и проплела так 4 ряда. В следующем 5-м ряду я планирую их теперь разделить по 2 стоечки. Вот так вот разделю и проплету отдельно, оставлю по 2 стоечки, следя за тем, чтобы между ними было одинаковое расстояние. И опять же проплету некоторое количество рядов. Разделив здесь по 2, оставив стоечки, я еще проплела так вот здесь тоже я разделила, вот смотрите, проплела еще, вот смотрите, 5 рядов. В следующем 6-м ряду я еще добавляю стоечки вот в эти места. Вот смотрите, вот так, если я поставлю, вот в эти места я планирую добавить сюда, и также сюда и сюда. Я добавлю стоечки. Ну, сразу по 2 я буду добавлять. Для этого я разрезала вот длинную, вот одну вот длинную пополам ровно. Мне будет достаточно этой длины. И вот смотрите, как я делаю. Я их разрезала под 90 градусов, ни под какие, ни под углом. Вот так вот я обрезала свои трубочки. И вот дойдя вот сюда, где мне подставить, вот я просто вот сюда вот так вот. Ни в какие, ни поверх, ни под низ, ничего. Просто вот так вот я ставлю. Вот так вот просто. И вот так вот я оплету. Здесь у меня уже будут, конечно, первый ряд это все будет шататься немножечко, не очень крепко, но вот посмотрите, как это будет. Вот так она накроется. Следующий, 2-й, 3-й ряд плетения, вот, они будут уже, конечно, закреплены лучше. Но пока что вот так вот. И так я подставлю в этом ряду в 4 местах. Так, мне сейчас нарастить. Вот. Ну и так же самое я вот здесь вот. Не буду тратить ваше время на мои наращивания. Вот точно так же я здесь, как эту подставила. И здесь в 4 местах. И проплету так еще несколько рядов, потом включусь. Так, добавив еще вот здесь вот стоечки по бокам, я проплела 3 ряда. Теперь мне нужно еще вот здесь вот добавить стоечки. Смотрите, вот моя выкройка с донышком. И вот в этих вот местах, вот здесь и здесь, и также здесь и здесь я еще добавляю стоечки. Так, вот чтобы видно. Вот так вот. Опять же, не внахлёст, ни под низ, ни сверху. Вот просто я ставлю вот так вот к плетению. Вот так к плетению. И накрываю. Все. Они там вплелись, мои стоечки. Вот смотрите, вот здесь вот я точно так же вот здесь сделала, как здесь. Вот и проплела 3 ряда. Все, она у меня уже плотненько сидит. Вот хорошо, все, ничего никуда не выпрыгивает с лица. Сейчас я покажу вам ее изнанку этой стоечки. Вот она. Вот.
И так я еще вот здесь вот вставляю вот по одной стоечке. Вот. Проплетаем. И потом уже, вставив, это уже у меня последние будут прибавочки стоечек, проплетаю я до края моей ну, выкройки. Вот это вот донышко будет вот такого как размера. Вот до края я просто веревочкой из двух, уже больше нигде не прибавляю ее стойки. Все, проплетаем. Все, нужный размер я сплела. Вот моя форма. Нужный размер сплела. Скотч сняла. Он аккуратно снялся, подрезала с этой стороны, вот с изнаночки. Я подрезала его прям вот под корешочек здесь. Вот он у меня даже на этом остался, на моей выкройке. И с этой стороны я его немножечко так поддела, и он, видите, никаких ни следов, не залип сюда, ничего не осталось. Вот. Теперь я вот эта вот часть, которой я плела ко мне лицом, она будет донышком. Я ее переворачиваю, вот так переворачиваю. И вот эта вот часть у меня будет внутренняя сторона моей корзинки. Беру я шила. И теперь свои стоечки я приподниму вот так вот. Вот так, прям близенько-близенько к плетению. Вот так вот поднимаю я, видите, вот так. Все, все стоечки я поднимаю аккуратно, так не сильно, ну, чтобы они, конечно, не поломались, не потрескались. Трубочки для стоечек у меня обязательно тоже обработаны, поэтому они у меня защищены тоже как бы. Так вот я аккуратно все поднимаю. Так, выкройка мне не нужна пока что. Вот, и все по кругу я так стойки приподнимаю. Затем следующие ряда 3, это точно ряда 3, я буду проплетать прямая веревочка из 3. Все, поднимаем стоечки самостоятельно, все кверху. И проплетаем прямой веревочкой из 3 в 3 ряда. Так, все стоечки я подняла. Но подняла я их не строго 90 градусов. Видите, я буду делать такую немного покатую, такую пузатенькую. Со всех сторон она будет такая пузатенькая. Если вы не можете, пока вы еще не опытный, вы можете строго вот 90 выставить и сделать такую форму себе, как я делала в коробе для игрушек, вот что-то наподобие, и по нему плести. Я хочу в этот раз сделать покатую пузатенькую форму, вот, запланировала я так. И проплела я веревочкой из 3 5 рядов. 5 рядов, сейчас я покажу. Вот они мои 5 рядов, вот мое донышко приподнятое и 5 рядов веревочка из 3. Затем я донарастила все стоечки. Все вот стоечки я добавила. И плюс еще посередине раздвинула те вот свои двойные стоечки. И к ним добавила еще между ними по одной стоечке. Вот. И теперь после веревочки из 3 я перехожу на ситец 2 на 2. Значит, я буду плести ситец 2 прутами. Сейчас мне еще пока здесь веревочка из 3 не обрезанные, это мои трубочки. Значит, я один отрезаю и прячу, вот этот первый, я его спрячу, краешек. А эти я еще по одному прутику добавлю и буду плести ситцем вдогонку сейчас, но по 2. Вот смотрите, каждой я добавлю еще по одной. И буду плести ситец 2 трубочки, вдогонку еще вторыми 2 трубочками. Сейчас я покажу. Так, еще такой от меня вам совет. Если вот трубочки нужны, как в моем случае, вот такие, чтобы были мягко вот выгнутые, как я вот хочу сделать вот в профиль, смотрите, такой вот эффект пузатости. Вот я взяла. Вы берете, ну вот смотрите, вот моя рука, и вот
вот это вот стеклянная для сыпучих продуктов емкость. Вы берете то, что вам, вот, я не знаю, подходит. Там, та же бутылка поменьше, я не знаю. Ну, в общем, смысл в чем? Берете вы стоечку и просто вот так вот ее, вот так вот берете ее и прям вот так вот выгибаете, прижимаете, вот так вот. И она принимает форму такой вот покатости. Я не до конца сделала, не до верха. Вот аж сюда я не делала это все. Только вот здесь, вот где я планирую покатость эту сделать. По всему периметру все стоечки я вот так вот прошлась вот этой вот своей этой приспособлением любым, которое, я же говорю, вам попадется под руки, вам подходит. Вот им вы сделаете, и все, и вас, и потом плету себе, вот стараюсь везде зрительно выстраивать свою вот эту вот пузатую формочку. Вот это вот, как я это делаю, добиваюсь такой вот покатой формы. Смотрите, ситец 2 на 2 двумя прутиками. У меня выходили, да, вот 3 трубочки, я 2 оставила, а одну обрезала, вот она, смотрите, обрезанная, это крайняя правая, я ее обрезала. Вот, и она вот так вот туда вот себе спрячется, в общем, это не суть, ее не видно будет. Эти я оставшиеся удвоила, обычным образом, как я уже показывала, вот смотрите, одну вам покажу, вот туда вот я ее вставила. Вот, точно так же и эту. Значит, начинаю крайней правой всегда плетение. Так, вывелись они вот над стоечкой за вторую. Вот сюда вот завожу. И так пошла я чередовать. Через прутик, через стоечки, как хотите называйте. Ну, правильно, да, через стоечки. Вот так, 2 на 2. Эту я уже наращу. Вот. И так по кругу. Так, не видно. Вот наращивание. Все. Трубочки обработаны, увлажнены. Вот, податливые. Вот. Здесь теперь это надо нарастить. Наращивание всегда за стоечками я делаю. Так, и покажу сейчас, вот эту наращу, и вам покажу сейчас вдогонку ситец. Вот эти трубочки, которые впереди, как это вот. Вы можете плести как бы подряд, можете круг проплести первыми трубочками, а потом пришли вот сюда, вот, допустим, и этими пошли. Вот сейчас я вам покажу это, что оно как. Вот через трубочку. Но уже получается там, где были под трубочки, предыдущий раз, здесь идет над. И стараемся, конечно же, наши пенечки, которые ну, пенечки, состыковочка стоечек, чтобы она была за трубочками, аккуратно, красиво, чтобы у нас плетение шло. Все. Здесь сейчас тоже вот будет наращивание. Здесь я не состыковываю ряд. Здесь идет просто вот по кругу. Вот по кругу вы плетете все изделие. Ряд здесь не состыковывается. Просто вот пошли по кругу. Плети. И все. Так я проплету, я вам потом скажу, какое мне захотелось там. Я еще пока не решила. Я все буду сравнивать в размере, как это получается. Линеечку прилаживать, все. Вот. И пошли мы плести. Смотрите, можно одновременно. Вот. Но потом я планирую перейти плавно на ситец 1 к 1. У меня не вся корзиночка запланирована плетением ситец 2 на 2. Так, все, немного я проплету и потом вам покажу. Значит, смотрите, я плету сейчас, у меня вращается моя корзиночка на кругу здоровья. Круг здоровья. И сюда уже утяжелитель я положила внутрь, вот сюда вот по центру. У меня там копеечки. Все что угодно вы себе положите, так комфортнее плести. Комфортно себе по кругу поворачиваете. Все. И не забываю мою покатость соблюдать. Вот эти стоечки я постоянно вот контролирую, какой мне нужен вот здесь вот по покатости угол. Все, чтобы равномерно все по кругу я просмотрю. Все.
Проплету какое-то количество вверх и включусь. Так, смотрите, проплела я ситцем из 2 трубочек, 7 рядов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов, 2 на 2 вдогонку ситец. Затем я перешла обрезала одну трубочку и перешла на ситец 1 трубочка на 2. И так я проплела 1 на 2, так, двойными 3 ряда и однойными 2 ряда. Затем, ну, вы можете вот какое-то вот количество. Я выбрала равное, чтобы вот здесь вот было, здесь, чтобы плавно перейти на ситец 1 на 1. 1 трубочка на 1 и вдогонку по кругу. Еще раз повторяю, ряды я не состыковываю, просто по кругу я плету, по кругу. Затем я сплела еще такое же примерно количество, вот как вот здесь, вот не будем даже считать, вы все равно высчитаете по своему размеру корзинки, это все ряды. 1 на 1 ситец, 1 трубочка вдогонку 2 и по кругу. Вот я посмотрела, что мне уже достаточно. Это 14 сантиметров. По плану у меня еще здесь запланировано, где ручки закрыты. Ой, господи, как они, эти ряды. Так, по плану у меня дальше пойдут укороченные ряды. Здесь я свои трубочки оставила одну с одной стороны, где ситец вдогонку, одну я оставила на одну сторону, вторую я оставила с другой стороны, где ручки. Сейчас о ручках еще расскажу. Для чего я оставила? Так как ситец, ну да, укороченные ряды я буду плести ситцем. И, ну, каждую вот сторону я буду плести всего лишь одной трубочкой. Вот сюда пошла, назад, это все я сейчас покажу, куда как. Но одна трубочка вот здесь я оставила, вторую трубочку я оставила здесь. Одеваю коктейльные трубочки, вот, допустим, я вечером поплела на утро, чтобы у меня вот этот краешек был еще достаточно, ну, не задубевший, не засохший. Я вот так одеваю коктейльную трубочку, и более-менее сохраняется влажность в трубочке. Так, все, для укороченных рядов рассказала, как оставить трубочки. Теперь расскажу про мои вот эти вот вставочки. Вы видите, что у меня здесь не как везде стоечки вот обычными трубочками, а я вот вставила такую самодельную. Из трубочек я завернула изолентой вот, толщиной, той толщиной, которая мне нужна. Вот здесь я буду что вставлять для ручки, для заготовки. Вы себе вставьте, вот что вы будете, вот какая толщиной вот здесь у вас будет, то ли деревяшечка, то ли что вы там примените. Я буду вставлять трубу пластиковую, ну вы потом посмотрите дальше. Вот такой же толщины, как моя труба пластиковая, я выбираю вот в диаметре вот эту вот палочку. Для чего? Для того, чтобы потом я ее в будущем выйму свободно и сюда же вставлю ту трубу. Когда я сплету свою корзинку и перейду к работе с ручкой, эта заготовка у меня выйдет. Ну, я ее выйму и вставлю то, что мне нужно сюда. Значит, сейчас я для укороченных рядов я разметила, докуда мне надо будет плести мои укороченные ряды. Вот смотрите. Вот я сделала метку высотой с 2 сторон, что здесь, что на этой стороне. Я отмерила одинаково все разметила я. Вот я планирую, вот у меня вот такой вот высоты вот будет у меня плетение вместе с
Веревочка из трех, вот здесь, как здесь, я еще должна вот оплести. Но укороченные ряды, вот я 3 сантиметра еще вниз сюда отпущу. И вот до сюда у меня будут укороченные ряды. Я еще отметила вот здесь, вот отступила 6 стоечек. И здесь такое же количество 6 стоечек. И отметила вот коктейльными маркеры такие сделала себе из коктейльных трубочек. Точно так же на этой стороне я поступила, сделала. Вот, я думаю, это понятно. И я буду вот по эту часть туда-сюда плести укороченные свои ряды до вот такой высоты, вот этой моей пометки высоты. Но это я буду делать плавно. Итак, все покажу. Укороченные ряды. Так, после укороченных рядов я каждой из стороны своей трубочкой проплела для того, чтобы встретиться. Вот я вот здесь вот буду начинать, вот у меня вот булавочка моя, там вам не видно наверху, вот здесь вот мне надо начинать новый ряд. Новый ряд я буду начинать плести веревочку из 3 прямую. Так, вот здесь вот смотрите, у меня ситцем я рядик проплетаю, и чтобы встретиться, одну вывела, а одну я вот здесь вот отрезала. Вот смотрите, я отрезала, и за стоечками она потом там в плетении спрячется. Вот оставила я ее. И начинаю я, надо мне заправить еще 2 трубочки, и буду веревочку из 3 плести. Заправляю, значит, здесь с этой стоечки вышло, теперь надо мне с этой, чтобы вышло. Вот я беру вот так вот обычно. Где моя спица? Сделаю немножечко такое пространство там, чтобы она у меня нормально вошла. Не хочет, возьмем другую. Так, сюда мы заправили. Следующую возьмем. Тоже за следующую стоечку. Кармашек маленький я сделаю. Освобожу, вставляю. И все. И начинаю плести веревочку из 3. Значит, я свою булавочку, вот она, ставлю вот здесь вот вверху, чтобы я знала, где мне состыковать ряд. Ну, так легче плести, вот начало ряда. Так, и пошли. 1, 2, за 3. Все. Не буду я акцентировать внимание на веревочке из 3. Я уже показывала, как я это делаю. Вот проплетаю 3 ряда. Потом посмотрю, может и 4. Ну, так я думаю, что, скорее всего, хватит и 3. Вот проплету. Проплела я 3 рядочка. Достаточно, я посмотрела, мне достаточно. Веревочка из 3 прямой. Вот я состыковала веревочку, и теперь я вот эти трубочки оставшиеся просто вот так вот подрежу, и они потом в плетении все равно спрячутся, просто вот так перед стоечками. Можно запрятать их сюда вот так вот. Я вам сейчас покажу, как еще можно поступить. Вот сюда вот их можно упрятать, каждую. Ну, можно этого и не делать. Так, затем я сейчас все свои стоечки, так, прежде я проверяю. Все, я уже сейчас проверила, но вам скажу, что еще надо сделать. Проверяю все, чтобы одинаково. Вот эта вот часть у меня с вот этой вот частью была одинакова. Вот эта часть с вот этой частью тоже они совпадали. Как только я все проверила, я отрезаю полностью свои стоечки. Они мне уже не нужны. Полностью вот так вот. Под плетение. Полностью ровненько я отрежу. Не буду сейчас тратить на ваше время. Отрезаю и откусываю, вернее, вот такими кусачечками. Мне они хорошо вот так вот подлазят, и все мне удобно. Ими откусываю. Все, откусываем все стоечки. Так, корзиночка моя сплетена. Теперь подошло время с ручками работать. Я корзину еще не грунтовала. Как только вставлю ручку, поработаю с ручкой, и я и буду грунтовать тогда, чтобы оно вместе все форму уже принимало.
Так, в строительном магазине для ручки я вот купила такую металлопластиковую трубу диаметром 16 миллиметров. Вот смотрите, какая она тут внутри и снаружи. Диаметром 16. Самую маленькую, самую по диаметру маленькую я выбрала. Можно было бы и меньше, но не бывает вроде как. Мне от нее нужна прочность, от этой трубы. Чтобы моя корзиночка, вот когда вот я вставлю и вот в этом месте, и в месте ручки, где она будет у меня устанавливаться, и функцию нести, переноски будет. Ну, ручка должна быть прочная. Вот я и выбрала такой материал. Он более-менее гнется, принимает форму, ну, с трудом гнется, но можно форму придать. Но в то же время он при носке не будет деформироваться. Я уже как бы испытала, знаю. Ну, нормально он себя показывает, можно его вставлять в такие вот ручки. Так, я сняла одну сторону. Вот я вытащила, попробовала, как мне будет. Я, в принципе, вот этот диаметр вот здесь вот и соблюдала. Попробовала, как он. Вроде нормально все входит. Значит, работаю дальше. Взяла я трубочки свои. Склеила их посередине. Ну, нарастила. Из двух трубочек соединила. Вот и нарастила. И у меня это наращивание вот здесь вот. Значит, вот форма. Форму, конечно, и высоту вы выбираете сами. Главное, чтобы вот это вот у меня было вот как бы так вот. Сейчас я попробую вам, конечно, показать, как это все наглядно. Ну вот я примеряла вот так вот, чтобы это все было. Ну, понятен смысл. Так, итак. Нарастила я 18 трубочек. Количество зависит, вы примеряете, в общем, чтобы они одна к одной вот прилегали плотненько, не нахлест, не было между ними пустоты, а одна к одной. Посередине я изначально изолентой намотала. Намотала я где-то сперва вот такой вот кусочек. Пошла сюда, вот перекручивать. И изолентой давай вот здесь вот перематывать. Перемотала я, ну, небольшое количество, видите. Здесь еще у меня все равно будет кожаная ручка. Дальше, нежели изолента. И поэтому изоленты вы можете любого цвета. Ее не видно будет. Вот. Вот здесь вот плотненько я изолентой так вот плотненько, чтобы вот здесь вот перекручивать и здесь не съезжала. Вот, перекрутила. И до момента я рассчитала вот до вот сюда вот мне надо будет, что вот здесь вот у меня уже дальше у меня не пойдет трубочка перекручиванная вот эта вот, она будет до, ну примерно я пока так, потом буду вставлять и я ее, конечно же, зафиксирую и подрежу, это я все потом покажу. Сейчас мне перед грунтованием нужно вот так вот сделать. Вот так вот я с двумя сторонами поступила и зафиксировала опять же их здесь изолентой, чтобы мне никуда это все не смещалось. Теперь я прогрунтую. Прогрунтую только ручку. И она у меня высохнет, задубеет. Вот хорошо задубеет она у меня. Для того, чтобы она при размачивании у меня во все стороны не торчали эти трубочки или как-то там одна не вылезла, я делаю так, тряпочкой, полоски тряпочек рву и в нескольких местах после грунтования фиксирую, но не сильно плотно, чтобы это потом не было видно на трубочках. Вот фиксирую, привязала так вот их до кучки, вот так вот, и они сохнут до полного высыхания. Вот сутки они у меня будут сохнуть, только ручка. Это я пока не грунтую. В общем, только ручку я сушу. Когда высохнет ручка, я вставлю ручку сюда, зафиксирую ее, и тогда буду грунтовать всю корзинку. Ну, ручку уже не буду грунтовать, я уже эти моменты только там буду подрезать, вставлять, и все. И потом уже только я лаком скрою и пришью сюда кожаную, ну, ручка будет здесь у меня кожаная. Значит, смотрите, еще я что тут придумала.
Муж мне просверлил, вот смотрите, если ручка вот так вот, да, будет стоять, просверлил насквозь такие отверстия по 3 штучки. Я в них вставлю ниточки, и потом вот ниточки такие будут длинные, да, и когда я вставлю вот сюда вот в плетение ручку этими ниточками, я изнутри поподхватываю и попривязываю, ну, чтобы это было надежнее. Еще что-то, может, я придумаю для того, чтобы надежно было. И потом все вам покажу. Но пока я сделала заранее вот это вот такой вот нюанс. Так, смотрите, я прогрунтовала, и вот как я подвязала посерединке. Это для того, чтобы они вот здесь вот, когда вот тут разбухнут, чтобы не деформировалась моя вот эта вот перекрученная красота. Все, теперь полностью высыхает. Итак, работа с ручкой. Не нравится мне, что здесь окрашено. Я все-таки буду окрашена. Вот эта вот пластиковая труба, она сильно царапается, ненадежно, мне не нравится. Я попробую сейчас обмотать этой же бумажкой, из которой я кручу трубочки для плетения. Ею обматываю я трубу металлопластиковую. Потом я хочу морилкой вскрыть и лаком. Ну, посмотрим. Обмотала я бумажкой ручку. Вот этой же бумажкой, которой я кручу трубочки. Вот так вот. Близенько. Ну, до скрутки этой вот петель, потому что у меня вот из плетения будет из корзинки вот так вот где-то выглядывать. Здесь эта часть будет просвечиваться. И покрывать сейчас буду морилочкой. Морилка это все пропитаю, пусть высохнет. Потом еще хочу лаком обработать. Вот. И потом мне муж просверлит еще насквозь в 3 местах для крепления к корзинке. Потом покажу. Все. Так, вот что получилось после вскрытия морилкой. Я кисточкой просто как покрасила. Морилочкой вскрыла. Все, оставляю теперь сохнуть, потом вскрою лаком. Так, еще такую придумала задумочку, чтобы это все было близенько. Бумажка, чтобы не было внутри полая, близенько она, чтобы присохла к трубе. Вот я обмотала. Так, и теперь положу на батарею, пусть подсохнет хорошо. Так, высохли морилкой вскрытые мои вот эти вот папье-маше на ручках, и я вскрыла лаком. Все, вскрыла лаком ручку. Ну, не всю, вот здесь я не вскрывала, только вот эти места, вот они. Все, теперь сушу. Так, высох лак. Все. Теперь я на одинаковом расстоянии отступила, что здесь, что вот здесь. Сделала шилом дырочки. Даже мне муж не сверлил. Я попробовала, все отлично мне про это. Шилом проткнулась. У меня есть такой специальный, я кожу им шью, вощеный шнур. Вот такого цвета. И повставляла двойные ниточки. Здесь двойная, такие довольно хвостики, чтобы завязать мне было такой длины достаточной. Вот, и теперь я буду вставлять ручку вот сюда вот. Все, потом покажу, что и получилось. Все, ручку я вставила на место. Аккуратненько. Вот она у меня на месте стоит. Ниточки я сюда, в эту сторону провела и подвязала, и подпаяла огоньком, зажигалочкой, чтобы они не торочились. Соединила по 2 трубочки и подкрутила вот здесь. Вот видите, я обкрутила, чтобы красиво было. Я это даже не снимала, тут все элементарно. Подкрутила для красоты, чтобы там не было видно обрезанных вот этих вот трубочек, чтобы там красиво все не просвечивало. Да и для прочности так все-таки надежнее, мне кажется. Все, теперь грунтовать. После грунтовки
я сделала еще вот такие вот 4 ножки, пробки порезала. И буду клеить на донышко такие ножки. Хочу все-таки, чтобы на ножках была моя корзинка. Все, грунтую. У меня грунтовка высохла. Я погрунтовала свою корзиночку. И высохла она. Потом я ее вскрыла лаком. Везде уже и ручки, всю корзиночку я вскрыла лаком. И она уже высохла. Ну, прежде чем вскрыть лаком, я установила ножки. Приклеила их на полимерный клей. И все. И дала, согласно рекомендаций производителя клея, высохнуть тоже им. Ну, там, по-моему, 5 часов. Я и выдержала даже сутки. В общем, высохла. Затем я работаю дальше с ручкой. Я планирую обшить ее кожей здесь. Я вымерила, смотрите, по верхнему. Вот здесь я вымерила 19 сантиметров у меня. Чуть-чуть ниже, нежели изолента. И здесь точно так же, чуть-чуть ниже. Вот 19 сантиметров у меня здесь. Затем я взяла сантиметр, в обхват померила. Это 7,5 сантиметров у меня получилось. И из кожи, вот которую вы выберете кожу, можно работать как из более толстой кожи, так и с тоньшей кожи. Это тоненькая кожа. Это я разобрала старую курточку, и вот с нее делаю ручки, ну вот на всякие свои изделия плетеные. Мне нравится, ну, хорошо все. Так. Вот 19 сантиметров получается вот так вот, и 7,5 сантиметров так. Все впритык делаю. Почему? Потому что даже если где-то и подтянуть, кожа все-таки податливый материал, и он может потянуться. Потом я разметила через сантиметр, вот меточки, ну, сделала себе мылом, почертила через сантиметр и вдвойне сложила вдвое. И такое у меня есть приспособление. Самый маленький выбрала диаметр терракола этого. Господи, ну он правильно, конечно, называется. Я сейчас даже и не вспомню. В общем, им я вдвое, чтобы это одинаково было, вот вдвое я сделала дырочки и буду по вот этим вот оплетать я буду, ну, шить я возьму в иглу. Это специальная у меня, я тоже покупала вощеный шнурок, это для кожи. Он толщиной миллиметр, и вот такой вот он рыженький цвет, он мне как раз подходит под мое изделие. Все. Вот эта сторона будет у меня кверху. Вот я ручку буду обшивать. Значит, резала кожу я вот таким вот ножиком остреньким. Можно строительные есть такие ножи, ими работать тоже. Все. Ну, по коврику, этот самовосстанавливающий коврик, я вот так вот себе линейку именно металлическую я прикладывала. И вот по ней я разметила. Все, думаю, понятно. Все, я обшиваю ручку. Так, моя корзиночка полностью готова. Я все нюансы, которые я планировала, ей сделала. Даже вот такие вот повесила ей деревянные бусины, черешенки такие, в тон с ручкой цвет. Так, обшила я кожей ручку. Это темно-коричневый цвет. Так, и на донышке, вот они, ножки мои. Это пробка от вина. Отрезала я сколько мне нужно, вот посадила на клей, все. Вот и все. Готова моя корзиночка.